процессах, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости города Львова благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Олимп Консалтинг. Итак, друзья, перед вами карта. Я расскажу, как пользоваться данной картой. Это западный регион, куда входят 8 крупных областных городов-центров. Сегодня мы говорим о городе Львов. Показываю указкой, вот видим, да. Период исследования будет у нас в начале это колебательные процессы. Будем говорить о том, что произошло с рынком жилой недвижимости на протяжении всего лишь 1 месяца. То есть будем сравнивать март с апрелем. Ну и также хочу напомнить вам, или как оно, более в такой ну, доступной, наверное, форме, да, напомнить, был такой, помните, Шерлок Холмс, персонаж, который занимался, в общем-то, расследованиями и расследовал сложные убийства. И в своих, так сказать, расследованиях он применял метод дедукции, то есть это научный на самом деле метод. Если очень просто говорить, метод дедукции – это когда от общего вы переходите к частному. То есть сначала мы видим полную картинку, а потом уже начинаем эту картинку декомпозировать. Это как лего-конструктор, вы его никогда не соберете, если вы не видите общую картинку. Когда есть общая картинка, тогда вы уже по пазлам можете все это собирать. В своих исследованиях, друзья, не расследованиях, а исследованиях, я занимаюсь исследованиями, я использую также метод дедукции. И хочу просто продемонстрировать вам данный метод на примере того, что произошло с городом, в городе Львове с недвижимостью, ну, первичный, вторичный рынок, ну и в разрезе классов. Итак, мы видим вот здесь сводные данные, период сравнения март-апрель месяц. Начинаем с того, что население 721 тысяча, это довоенное население. Сейчас, друзья, я так думаю, что около миллиона проживает во Львове людей с учетом внутренних переселенцев. Они называются еще мигранты. Ну, кто со Львова меня смотрит, напишите, насколько, так сказать, визуально больше людей во Львове сейчас, или же меньше. При этом, при всем, ну, понятно, что город Львов, там всегда достаточно большие туристические потоки были, да, но как бы видеть иностранцев и видеть своих соотечественников, это ж как бы сразу видно, кто есть кто. Поэтому мне просто интересно, насколько сейчас действительно по внутренним, ну вот, так сказать, визуальным видно людей больше на улице, больше в этом самом, в общественном транспорте. Кто смотрит со Львова, напишите, будет интересно. Итак, количество предложений, друзья. Количество предложений, которые были зафиксированы мною и компанией Olimp Consulting с помощью софта, или это называется еще программный продукт, который собирает все, так сказать, вот эти объявления на большинстве крупных интернет-порталов, сайтов, интернет-досках, то есть все, что связано с недвижимостью. Данная программа собирает. Напомню вам, что у меня есть патент на данную программу, есть на данную программу авторское право, и я работаю действительно с большими цифрами. И в качестве так подтверждения говорю вам о том, что выборка или генеральная выборка, можно ее так называть, которая участвовала в исследовании, она репрезентативна, ну, потому что, извините, считается больше 2000 объектов, если вы уже как-то отслеживаете, это уже репрезентативная выборка. А когда это почти 10 тысяч, это, ну, наверное, супер репрезентативно. Ну, это я супер добавил так уже от себя, да. При этом она вполне однородная. Почему? Потому что я вам говорил, что я применяю еще один метод научный в исследованиях. Это метод классификации. Я классифицирую рынок недвижимости по классам, и об этом мы будем дальше говорить. Итак, мы видим, что в городе Львове в апреле месяце на 5% было больше выставлено для продажи недвижимости. То есть это, в общем-то, тенденции последних, ну, 2, наверное, лет войны, когда желающих все-таки продать больше, чем желающих купить данную недвижимость. Переходим к следующему показателю. Показатель, это, который характеризует стоимость недвижимости. Не путайте стоимость от цены.
Итак, мы сейчас говорим о стоимостном показателе вторичный рынок, класс социальное жилье. Буду говорить только в процентном соотношении. В долларах стоимость квадратного метра вы сами можете прочитать. Итак, на 0,68% за месяц стоимость на вторичном рынке социального жилья. Что, друзья, правильно, повысилась. Дальше, друзья, социальное жилье, аренда. О ней поговорим более подробно в конце видео. Выросла за квартал. Здесь мы уже говорим о долгосрочной аренде, то есть сравниваем четвертый квартал 2025 года с первым кварталом 2026 года. И, естественно, видим, что динамика, 0,5% или точнее 0,63% роста. Вот кто меня смотрит давно, друзья, он, наверное, уже обратил внимание. С сумасшедшими темпами растет аренда в прифронтовых городах. То есть это Харьков на первом месте, это Днепропетровск, Днепр сейчас он называется. Потом идет Харьков, это порядка 6% в годовом измерении, такая динамика роста аренды. Потом идет, естественно, уже город Киев. И вот город Львов, он один из, так сказать, аутсайдеров. Здесь меньше всего повышается стоимость аренды. Дальше, друзья, переходим к квартирам эконом-комфорт бизнес-класс. Это вторичный рынок. Рост за месяц плюс 0,44%. Переходя к первичному рынку, друзья, мы наблюдаем ту же самую положительную динамику роста. Квартиры эконом-класс подорожали за месяц 0,58%. Первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс подорожали на 0,40% всего лишь за месяц. Ну и первичный рынок квартиры элитного класса подорожали на 0,35%. Итого, друзья, давайте так сказать, подводим итоги по вот этим обобщенным данным, да, мы видим, что по всем сегментам, это первичный и вторичный рынок, по всем классам мы видим динамику роста порядка 0,5% в месяц. Друзья, это на протяжении уже, я не знаю, последних несколько лет мы наблюдаем в городе Львове такую вот динамику роста. Переходим уже к декомпозированным данным. Помните, да, метод дедукции, я вам о нем рассказывал. Теперь мы будем разбираться, что же все-таки произошло